Выбираясь на природу, нужно быть очень внимательным, так как нас могут окружать ядовитые растения. Ну ладно, признаемся, пока эти цветочки растут в полях, они вполне безопасны. Опасность начинается тогда, когда их сок, корни, листья или другие части вступают в контакт с человеком. В общем, посмотрите на них внимательно и избегайте рвать эти растения. Дельфиниум или живокость. Стало ясно, что к этим цветам лучше не прикасаться, опасен вплоть до остановки сердца. Особенно ядовит сок растения, вызывает нарушение дыхания и работы центральной нервной системы. Вех или цикута. Это растение на вид так невинно. Белые цветочки собраны в идиллические зонтики, но при употреблении сока этого растения начнется сильная боль в животе, слюнотечение, рвота и понос. Далее судороги, которые могут привести к остановке дыхания и сердца. Болиголов пятнистый. Оказавшись в желудке человека, сок или отвар болиголова вызывает тошноту, часто рвоту и понос. Происходит потеря чувствительности и постепенный паралич, начинающийся с ног. Болиголову требуется всего 2 часа, чтобы расправиться со своей жертвой. При отравлении этим растением наступает удушье, приводящее к остановке дыхания. Неперстянка пурпурная или пурпуровая или красная. Неперстянки ядовиты из-за содержания в листьях и цветах гликозидов, веществ, замедляющих работу сердца. Растения никогда не выращивают на клумбах в детских учреждениях. Симптомы отравления: сердечный приступ, в тяжелых случаях остановка сердца, боль в животе, диарея, тошнота, рвота, головной боль, медленный и нерегулярный пульс, падение пульса, головокружение, одышка, цианоз, иногда также дрожь, конвульсии, делирий и галлюцинации. Белладонна. Красивое сказочное название. Ядовито целиком. Опасен всего в фазе ботанизации и цветения. Целый набор признаков отравления. При легкой его форме появляется жжение и сухость во рту, светобоязнь, мушки перед глазами. При тяжелых формах потеря ориентации, судороги, резкое повышение температуры, одышка, слабый пульс. Борец или аконит. Очень ядовитое растение, вызывает нарушение сердечного ритма, онемение кожи лица, рук и ног, потемнение в глазах и смерть. Сок проникает даже через кожу. Безвременник осенний или осенний шафран. Этот цветок – идеальный кандидат для украшения любого дачного участка. К несчастью, безвременник чрезвычайно ядовит, причем ядовиты все части растения, как внешние, так и подземные. Даже брать цветок в руки следует в рукавицах, чтобы не схлопотать ожоги. Гортензия. Растение опасно от корней и до кончиков листьев, но самой опасной частью является бутон. Последствия при попадании в организм хоть кусочка этого растения будут такими же, как и при употреблении цианистого калия. Удушье, потеря сознания, судороги, учащенный пульс, падение артериального давления и даже смерть. Вот цена неосторожного обращения с этим милым цветком. Борщевик Сосновского. Рядом с этим гигантским растением лучше даже не фотографироваться. Содержит фуранокамарины. Они под действием солнечного света вызывают болезненные ожоги. На коже образуются обширные пузыри, на месте которых при вторичной инфекции могут возникать глубокие язвы, заживающие очень долго и оставляющие после себя белые рубцы. Поэтому, если сок борщевика попадает вам на руку, вымойте ее и берегите от солнечных лучей примерно 2 суток. Ландыш майский. Он ядовит целиком, особенно цветки. По словам экспертов, ядовитой становится даже вода в вазе с букетом из ландышей. При отравлении возникает сонливость, тошнота, наступает рвота, нарушение ритма работы сердца, одышка, возникают галлюцинации, начинается слабость. Послен сладко-горький.
Листья и ягоды послена сладко-горького ядовитые. Лечиться ими надо только под наблюдением врача. Ядовитые вещества способны вызывать у людей боли в желудке, нарушение координации, рвоту, диарею, аритмию и повышенное сердцебиение. От поедания этих ягод часто страдают животные и птицы. Калужница болотная. Токсичны все органы растения и в любой период вегетации. Отравление возможно при приеме внутрь растения при самолечении. При отравлении со стороны желудочно-кишечного тракта, колики, вздутие, понос и почек, частое выделение мочи, изменение окраса мочи, альбуминурия. Кроме того, эти симптомы сопровождаются звоном в ушах, головокружением. Чистотел. Как и многие ядовитые кустарники, чистотел в лечебных целях стоит применять крайне осторожно. Необходимо придерживаться дозировки и обязательно консультироваться с врачом. Первыми симптомами отравления являются тошнота, резкое понижение давления, возникновение судорог, замедление пульса. При тяжелых отравлениях возможен летальный исход. Белена черная. Белена целиком ядовита. Отравиться можно, поедая молодые ростки или семена. Симптомы отравления проявляются примерно через 10-15 минут и характеризуются сухостью во рту, становится тяжело глотать и говорить. Расширяются зрачки, возникают галлюцинации и тахикардия. В случае тяжелого отравления повышается температура тела, снижается артериальное давление и может наступить смерть от паралича дыхательных путей или сосудистой недостаточности. Дурман обыкновенный. Не только употреблять внутрь, но даже нюхать это растение нельзя. Резко воздействует на психику человека, доводя до сумасшествия. Содержит алкалоиды, которые вызывают учащенное сердцебиение, нарушение ориентации и бред. В тяжелых случаях возможна смерть или кома. Волчий ягодник. Сильно ядовиты листья, цветки, плоды, менее ядовита кора растения. Отравиться можно, кушая ягоды или пережевывая кору. Если влажная кора или сок ягод попадает на кожу, это станет причиной развития сильных дерматитов. Вдыхание пыли из коры волчьягодника раздражает слизистую дыхательных путей. При ее попадании в глаза развивается конъюнктивит. После потребления ягод можно почувствовать жжение в ротовой полости, может начаться тошнота и рвота, пострадавший будет чувствовать слабость, также могут проявляться судороги. Азалия – популярный товар в цветочных магазинах, что не мешает ему быть целиком ядовитым. Обильное слюноотделение и судороги, затем ослабление сердцебиения и паралич – таковы первые признаки отравления данным цветком. Ясенец белый. Приближаться к этому красивому цветку не стоит, особенно днем. Даже запах ясенца может вызывать отравление. Особо опасны цветы и коробочки с семенами. Первые 12 часов человек не чувствует никаких симптомов, но потом появляются волдыри, как при ожогах второй степени, и если не начать медленное лечение, они скоро превратятся в очень болезненные язвы. Заживают такие раны очень и очень долго. При поражении большого участка кожи может последовать летальный исход. Любопытный факт: если зажечь огонь около ясенца, то воздух вспыхнет. Это сгорают эфирные масла, которые выделяют ясенец. Олеандр – вечно зеленый кустарник, который произрастает в субтропиках. Поскольку олеандр очень красиво цветет и пахнет смесью ванили и мигдаля, кустарник часто используют как ландшафтное, а также как комнатное растение. Но обольщаться подобной красоте не стоит. Даже пыльца олеандра страшно ядовита. Сок этого растения, употребленный внутрь, вызывает отравление, тошноту, а потом и сердечную недостаточность. Происходит это из-за олеандрина, корнерина и других сердечных гликозидов, которые содержатся в олеандре. Клещевина обыкновенная, вероятно, самое опасное растение вообще, содержит чрезвычайно ядовитые соединения рицин и рицинин.
Особенно ядовиты семена. Всего 4-9 штук вызывают смерть, если их съесть. Меньшие дозы причиняют непоправимый вред здоровью, так как рицин разрушает ткани организма. Коварство этого растения заключается в том, что признаки отравления становятся заметны не сразу. Должны пройти минимум сутки, чтобы начали проявляться симптомы. Именно из клещевины делают касторовое масло, но не беспокойтесь, при обработке паром все токсины разрушаются. Лютик содержит едкий сок, который может оставить на коже ожоги. При попадании на слизистые он провоцирует кашель и спазм гортани. Если сок попадает в глаз, он может вызывать временную слепоту. Нарцисс. Принося в дом букет нарциссов, знайте, что если его попробовать на вкус, то последствия могут быть печальными. Тошнота и рвота, конвульсии, потеря сознания. При повышенной чувствительности не исключены паралич и летальный исход. Если вам показалось полезным мое видео, буду благодарна за лайк и подписку. Нас окружает огромное количество растений, и очень важно уметь отличить ядовитые. Необходимо быть крайне аккуратными при их употреблении в качестве лекарственных средств, так как малейшее отклонение от дозировки может стать причиной летального исхода.